Дорогие братья планеты Земля, я Аштар Ширан. Быть здесь еще раз – это способ принести баланс и хорошие мысли в умы многих. Мы все больше и больше присутствуем в вашем небе, ваши СМИ уже затрагивают эту тему. Это заставляет многих задаваться вопросом: есть ли жизнь за пределами планеты Земля? И это будет нить, которая будет тянуться к другим вопросам. Почему они так долго скрывали это от нас? Почему нас заставили поверить, что мы единственные во Вселенной? Почему у нас нет посторонней помощи? Почему мы являемся цивилизацией, которой еще нужно так многому научиться? И многие другие вопросы, которые возникнут со временем. Сознания расширяются, возникают сомнения, но я могу заверить вас, что единственная уверенность – это настоящий момент, и он прошел. Проходит каждая секунда, и только та секунда, которая наступила и которая уже прошла, может подтвердить то, что произошло. Что произойдет через секунду, вы не знаете, вы понятия не имеете. Вы строите планы, вы строите свою жизнь вокруг графика, который вы планируете. А что определяет ваша душа, а что определяется вашим собственным выбором? Вы не принимаете во внимание многое. Вы думаете, что вам просто нужно планировать, и все произойдет именно так, как вы планируете. Затем, когда что-то не происходит, вы злитесь, вы хулите Бога. Почему ты не помог мне? Но я спрашиваю вас, как насчет линии, которая уже была проведена, и линии, возникшей в результате вашего выбора? Заметили ли вы ее? Вы приняли это во внимание? Я говорю нет. Так что я бы не сказал каждому из вас, что вы живете беспорядочно и дисгармонично, только потому, что вы не знаете, что будет впереди, потому что это тоже отражается. Это вернется в какой-то момент вашей ходьбы. Так как же прожить текущий момент? Именно так, живя настоящим моментом. Если вас что-то радует, это очень важно для вас. Если это вас радует, будьте благодарны, но не бездушно благодарны. Это благодарность, которая должна исходить из глубины сердца. И я бы даже сказал, что от души. Эта благодарность, если она сделана с любовью, также отразится и принесет на ваш путь больше прекрасного. Затем приходит что-то нехорошее, вы сердитесь, ругаетесь, произносите слова, которые не следует говорить. Обвинять другого. Они обвиняют вас. И что это даст? Больше того же. Вы будете излучать ту же энергию в самое ближайшее время. И очень скоро это произойдет снова. Затем, если вам что-то не нравится, что-то вас расстроило, остановитесь, не излучайте никаких мыслей. Смотрите на это терпеливо и разумно, всегда спрашивая себя: какой урок мне нужно усвоить? И если вопрос задан от всего сердца, у вас будет ответ, и вы сможете правильно отреагировать на проблему, не обеспечивая возврата от нее в будущем. Итак, братья мои, вы можете строить планы, да, но не поддавайтесь им, не живите по ним. Живите каждый день с большой благодарностью, с большой любовью в сердце, и это будет возвращаться все сильнее и сильнее. Так что это даст вам уверенность в том, что будущее, я бы не сказал, что оно будет на 100% прекрасным, но это будет приятное будущее без происшествий. Так какой смысл жаловаться сегодня, злиться на то, что происходит? Вы снова будете играть в это в своем будущем. Знайте, как жить в настоящем моменте. Не беспокойтесь о будущем. Вы сажаете сегодня или сажали в какой-то момент в прошлом. Некоторые вещи нельзя изменить, потому что вам все равно нужно будет пройти через них,
но от того, как пройдет каждая из них, зависит будущее, которое предстоит создать. Итак, великая мудрость на данный момент заключается в том, чтобы жить настоящим, стараться создать для будущего все лучшее, на что вы способны. Создавайте радость, гармонию, процветание, изобилие. Свет есть, он приносит вам все это, достаточно того, что вы знаете, как просить. Достаточно того, что вы знаете, как правильно следовать по пути, и все это придет интенсивным, объемным. И я гарантирую, что проблемы тоже будут. Если вы не знаете, как с ними обращаться, они тоже получатся такими насыщенными и объемными. Перестаньте мечтать о будущем. Хотите мечтать о прекрасном будущем? Создайте его сегодня. Не думайте, что то, что вы хотите, упадет с неба. Должно быть ваше вмешательство, должны быть ваши действия. Так что живите настоящим моментом сегодня, этим настоящим моментом. И никогда не забывайте, что самое сильное чувство в этот момент – это благодарность за все мелочи. Многие думают, что нет необходимости благодарить за мелочи, которые у вас есть, но всегда помните, что даже те мелочи, которым вы не придаете большого значения, для кого-то они не существуют, это мечта. И им бы очень хотелось увидеть то, чему вы не придаете ни малейшего значения. Тогда научитесь быть благодарными за все, даже за мелочи. За все. За каждое мгновение, которое вы проживаете, за радость, за каждый предмет, который есть у вас дома. За многое лишнее. Потому что вы даете волю тому, что навязывает общество, где у вас дома должно быть только то, что вам нужно, и не более того. Вы делаете все это, чтобы показать ненужный статус. Я бы сказал, что это скорее предмет для поглощения энергии от каждого, кто проходит через ваш дом. Вы этого не осознаете. Каждый объект поглощает энергию. Те, которыми вы пользуетесь постоянно, вы очищаете, потому что преобладают ваши энергии. Теперь те, которыми вы не пользуетесь, пропитываются энергией каждого, кто проходит через ваш дом, внося дисбаланс, и в зависимости от того, сколько людей проходит через него, вплоть до дисгармонии. Перестаньте жить согласно обществу. Живите тем, что необходимо, тем, что приносит жизнь. Каждое растение, которое вы сажаете в своих домах, обладает очищающей силой и энергией Гай, которая преобразует плохие энергии. Старайтесь, чтобы в ваших домах было много зелени, и избегайте ненужных предметов. Ах, но у вас есть дом, полностью обставленный. И вы бы не захотели ни от чего отказываться, потому что они сказали бы, что вы сходите с ума, имея только пустой дом. Поэтому я бы сказал вам. Вы покажете всем, что действительно важно в вашем доме, что вас не очень заботит мнение других, вас заботит только ваше благополучие, ваш дом, ваша энергия. Но если вы действительно не хотите ни от чего отказываться, то научитесь заботиться о своих вещах. Научитесь как-то очищать энергию от всего, что у вас есть. Как? Это должно исходить из сердца каждого. И я напомню только одно. Вы не возьмете ничего из того, что существует в этом измерении. Поэтому отпускание должно начать происходить сейчас, иначе вы будете сильно страдать. Подумайте об этом. Научитесь убирать свои дома, и я гарантирую, что вы построите сбалансированное и процветающее будущее, подумайте об этом. Не цените то, что вам не нужно. Наполните свои дома жизнью, чтобы энергия Гая работала в ваших домах. Разводите животных, но с любовью, чтобы не быть ни рабом, ни опекуном чего бы то ни было, потому что ничего не принадлежит вам.
Воспитывайте животное с любовью, как члена семьи, и у вас также будет хорошая защита рядом с вами. Поэтому еще раз напоминаю. Все зависит от вашего выбора. Так что живите настоящим моментом. Не живите, беспокоясь о будущем. Будущее придет так, как вы исходите сегодня. Если вы беспокоитесь о будущем, вы не доверяете тому, что создаете, и за этим последует еще больше беспокойства. Поэтому просто будьте благодарны за все, что встречается на вашем пути, и будьте уверены, что это путь к созданию прекрасного и благополучного будущего. И на каждое возникающее препятствие умейте смотреть на него с любовью. Только тогда вы будете уверены, что в будущем оно не вернется, если только вы не совершите ту же ошибку. Так что живите настоящим моментом, не беспокойтесь о завтрашнем дне. Завтра – это результат сегодняшнего дня, так зачем же беспокоиться? Беспокойтесь о настоящем моменте. О настоящем моменте, об этом моменте, который только что прошел.